Февральский ветер в тот день не просто дул, он кусался. Поля за окраиной города превратились в бескрайнее белое море, где грань между небом и землей стиралась в молочной дымке. Марк и Денис, друзья с детства, шли по протоптанной тропинке, кутаясь в воротники тяжелых курток. Это была их традиция — выбираться за город, чтобы проветрить мозги от офисной суеты. Но сегодня природа явно была настроена против любых прогулок. «Слушай, может, повернем?» Денис сощурился, когда очередной порыв ледяной крошки ударил в лицо. Пальцев ног уже не чувствую. «Еще 5 минут. Дойдем до того перелеска и назад», — отозвался Марк, хотя сам уже 100 раз пожалел о затее. Именно в эти 5 минут все и изменилось. Марк первым заметил темное пятно примерно в 100 метрах от тропы. Оно выделялось на фоне девственно чистого снега, колыхаясь, словно изорванное знамя. «Смотри, собака!» — он указал рукой в сторону. Денис присмотрелся. Одинокий пес, крупный, с густой, но свалявшейся шерстью, сидел неподвижно, лишь изредка содрогаясь от крупной дрожи. Он не лаял, не бежал к людям. Он просто смотрел в их сторону с каким-то странным, почти человеческим отчаянием. «Чей-то потеряшка», — предположил Денис. «Пойдем глянем, вдруг на ошейнике адрес». Они начали пробираться через сугробы, утопая по колено. Чем ближе они подходили, тем сильнее становилось беспокойство. Собака, помесь овчарки с кем-то неопределенным, не шелохнулась, но когда друзья оказались в 10 шагах, она издала тихий хриплый звук, не то рык, не то стон. И тут Марк замер. «Денис, там под ней. Что это?» Рядом с животным, почти полностью скрытое его телом и наметенным сугробом, виднелась ярко-розовая полоска ткани. Денис рванулся вперед, забыв об осторожности. Это была маленькая девочка. Она свернулась калачиком, уткнувшись лицом в теплую, хоть и замерзающую шкуру пса. Собака все это время не просто сидела. Она закрывала ребенка своим телом от пронизывающего ветра, отдавая последние крохи тепла. Девочка была похожа на хрупкую ледяную статуэтку. Ее лицо было мертвенно-бледным, губы посинели, а на длинных ресницах застыл иней. Она не реагировала на крики, не открывала глаз. «Господи, она совсем ледяная!» — вскрикнул Денис, пытаясь нащупать пульс на тонкой шее. «Марк, она едва дышит!» Марк действовал на инстинктах. Он сорвал с себя широкий шерстяной шарф, быстро расстегнул куртку. «Звони в 112! Быстро! Скажи им, ребенок, обморожение, поле за Пятницким шоссе. Я ее понесу». Он осторожно поднял девочку. Она была пугающе легкой и неестественно твердой, словно сделанной из фарфора. Марк прижал ее к своей груди под куртку, стараясь передать хоть немного тепла. Денис в это время уже кричал в трубку, описывая координаты. Закончив разговор, он взглянул на собаку. Пес попытался встать, но его лапы подкосились, и он рухнул в снег, продолжая преданно смотреть на Марка, который уносил его сокровище. «Нет, дружище, тебя мы тут не оставим». Денис подхватил тяжелого пса на руки. Животное даже не сопротивлялось, лишь тяжело вздохнуло, уткнувшись носом в плечо парня. Эти полчаса до приезда медиков казались вечностью. Марк сидел на расчищенном пятачке у дороги, раскачиваясь из стороны в сторону и шепча: «Только дыши, малышка, только дыши». Денис растирал лапы собаки, чувствуя, как его собственные руки немеют от холода.
Когда вдали замигали синие огни, оба друга почувствовали такое облегчение, что едва не повалились в снег вместе со своей ношей. Врачи действовали молниеносно. Девочку, чье тело остыло до критических 25 градусов Цельсия, немедленно поместили в реанимобиль. «Глубокая гипотермия», — бросил на ходу врач, подключая аппарат ИВЛ. «Температура критическая. Если бы еще полчаса, спасать было бы некого». За ребенком следом отправили и собаку. Денис настоял, чтобы ветеринарная служба, вызванная диспетчером, забрала пса немедленно. Весь вечер Марк и Денис провели в приемном покое. К ним подходили полицейские, записывали показания. Из обрывочных фраз они узнали: девочку зовут Вика, ей 7 лет. Она пропала еще вчера днем. Как выяснилось позже, Вика возвращалась из школы. Обычный путь в 15 минут превратился в ловушку, когда внезапная февральская метель за считанные минуты скрыла все ориентиры. Она свернула не туда, вышла к полю и пошла вглубь, пока силы не оставили ее. Собака бродячая, которую подкармливали в школьном дворе, увязалась за ней. Именно этот безымянный пес нашел ее в сугробе и остался охранять, став живым щитом между ребенком и смертью. На следующее утро друзья снова были в больнице. К ним вышла женщина с покрасневшими от слез глазами. Татьяна, мама Вики. Она не могла говорить, просто крепко сжала руки Марка, и по ее лицу снова потекли слезы. «Врачи сказали, она пришла в себя», — прошептала она. «Температура стабилизировалась. Она все время спрашивает про большую грелку. Она думает, что ее спасла какая-то волшебная теплая туча». «Это была не туча», — улыбнулся Денис. «Это был очень храбрый парень. Спустя несколько дней состоялась их общая встреча. Вика, уже румяная, хотя и еще слабая, сидела на кровати. В дверях палаты появились Марк и Денис, а за ними сотрудник ветеринарного центра, ведущий на поводке того самого пса. Собака выглядела преображенной, чистая, вычесанная, в ярком ошейнике. Увидев животное, Вика просияла. «Туча!» — воскликнула она. «Вообще-то мы придумали ему другое имя», — сказал Денис, присаживаясь рядом. «Мутик. На одном старом языке это значит «храбрый». Посмотри, какой он герой». Мутик, услышав голос девочки, подошел к кровати и осторожно положил голову ей на колени. Он не лаял, не прыгал. Он просто закрыл глаза, наслаждаясь теплом человеческих рук. То, что начиналось как трагедия в ледяном поле, закончилось самым правильным образом. Татьяна и Вика даже не обсуждали вопрос о том, куда пойдет Мутик после выписки. Собака, спасшая жизнь ребенку, просто не могла вернуться на улицу. Прошло несколько месяцев. Февральские морозы сменились ласковым апрельским солнцем. Марк и Денис заехали в гости к Татьяне. На заднем дворе дома они увидели идиллическую картину. Вика бегала по траве, бросая мячик, а за ней, весело повиливая хвостом, носился Мутик. Рядом с ними лениво грелся на солнце старый лабрадор, первый пес семьи, который, на удивление, быстро принял нового друга. Мутик больше не дрожал. Его шерсть лоснилась, а в глазах не осталось и тени того отчаяния, которое Марк увидел в заснеженном поле. «Знаешь», — сказал Марк, наблюдая за игрой, «я иногда думаю, а что, если бы мы тогда повернули назад на 5 минут раньше? Не думаю, что Мутик
позволил бы нам уйти», — ответил Денис. Он ведь ждал, он знал, что кто-то обязательно придет. Друзья стояли и смотрели, как девочка обнимает большую лохматую собаку. В этом мире, порой таком холодном и жестоком, иногда случаются чудеса. Но чаще всего эти чудеса совершаются чьими-то теплыми лапами и верными сердцами, которые не умеют сдаваться.